Привет, друзья! Вы на канале, где мы погружаемся в самые невероятные тайны прошлого, раскрываем загадки древних цивилизаций и задаем вопросы, которые заставляют задуматься. А что, если все, что мы знаем о нашей истории, лишь часть правды? Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по археологическим открытиям, которые шокировали ученых и заставили пересмотреть наше понимание эволюции, миграций и даже природы человека. От человеческого зуба возрастом почти 2 миллиона лет до мифических существ, спрятанных в подвале, эти находки не просто артефакты, они – ключи к разгадке величайших тайн человечества. Погнали! Начнем с одного из самых поразительных открытий последних лет. Человеческого зуба возрастом 1 миллион 800 тысяч лет, найденного в Грузии, в селе Аразмани, примерно в 100 километрах от Тбилиси. Этот зуб принадлежал Homo erectus, одному из наших древнейших предков, и его обнаружение стало настоящей сенсацией. Почему? Потому что это еще одно доказательство того, что Грузия была одним из первых мест в Европе, куда мигрировали наши предки из Африки. Представьте, почти 2 миллиона лет назад люди уже осваивали новые территории, преодолевая огромные расстояния. Но что делает эту находку особенной? Дело в том, что ранее в этом же регионе, в Дманиси, были найдены черепа того же возраста, первые останки Homo erectus за пределами Африки. Эти открытия перевернули представление ученых о миграциях. Раньше считалось, что люди покинули Африку гораздо позже. Но вот вопрос, как эти древние люди попадали в такие далекие регионы? У них не было ни современных технологий, ни даже примитивных лодок, насколько нам известно. Некоторые ученые предполагают, что они следовали за стадами животных, переходя через естественные коридоры, такие как Кавказ. Другие считают, что климатические изменения сделали возможным переход через регионы, которые сейчас покрыты водой. А что, если они были гораздо умнее, чем мы думаем? Ведь рядом с зубом нашли каменные орудия, что говорит о развитых навыках обработки материалов. Это заставляет задуматься. Возможно, Homo erectus был не просто примитивным охотником, а обладал зачатками культуры и социальных структур. Теперь перенесемся на Карибское побережье Мексики, где в затопленной пещерной системе был найден скелет доисторического человека возрастом более 8 тысяч лет. Эта находка вызывает мурашки, потому что пещера была затоплена в конце ледникового периода, а скелет находился так далеко от входа, что без современного дайверского оборудования туда просто не добраться. Ученые предполагают, что в те времена уровень воды был значительно ниже, и пещеры были сухими. Но вот загадка. Как человек оказался так глубоко? Был ли это несчастный случай, ритуальное захоронение или что-то еще? И главное, кому принадлежал этот скелет? Пока точного ответа нет, но находка уже заставляет переосмыслить жизнь людей в этом регионе. Возможно, они были искусными исследователями, способными проникать в самые труднодоступные места. Интересно, что эта находка была сделана случайно, во время подготовки к строительству высокоскоростной железной дороги. И это не единичный случай. Многие великие археологические открытия происходят именно там, где планируется строительство. Почему? Потому что такие проекты заставляют копать глубже, чем обычно. Но это поднимает и этический вопрос. Как сбалансировать прогресс и сохранение исторического наследия? В Мексике, например, такие находки могут привлечь туристов, но строительство может уничтожить другие, еще не открытые сокровища. Эта находка – настоящий триумф науки над расхитителями гробниц, которые десятилетиями разворовывали перуанские захоронения. В склепе нашли останки 4 королев и более 50 знатных особ, окруженных медными топорами, серебряными чашами и золотыми украшениями. Но что делает эту находку уникальной? Это не просто богатство артефактов, а возможность заглянуть в жизнь цивилизации, о которой мы знаем так мало. Уари, существовавшая примерно с 5 по 10 век нашей эры, была одной из самых загадочных культур Южной Америки. Их искусство, особенно текстиль, поражало даже европейцев XVI века. Женщины Уари создавали ткани, которые по качеству могли соперничать с лучшими образцами эпохи Возрождения. Но самое интригующее – это гигантский подземный лабиринт, обнаруженный с помощью дрона. Стены, выкрашенные в ярко-красный цвет, башни и коридоры – все это говорит о сложной архитектуре и, возможно, ритуальном значении этого места. Почему уари хоронили своих правителей так глубоко под землей?
Было ли это связано с верой в загробный мир или защитой от врагов? Эти вопросы пока без ответа. Но находка Герша открывает новую страницу в изучении этой цивилизации. Теперь давайте поговорим о черной слизи, которая десятилетиями пугала археологов в египетских гробницах. В 2018 году в Александрии был найден гигантский черный саркофаг, заполненный этой загадочной субстанцией. Внутри 3 скелета, 2 мужских и 1 женский, утопающий в вязкой массе. Теории заговора тут же начали распространяться. Кто-то говорил о проклятии, кто-то о черной силе, которая погубит человечество. Но ученые, к счастью, не повелись на мистику и провели анализ. Оказалось, что слизь состоит из растительного масла, древесной смолы, пчелиного воска, животного жира и битума. Эти ингредиенты импортировались в Египет, а их смешиванием занимались специальные мастера. Зачем? Скорее всего, эта смесь использовалась для консервации мумий, чтобы защитить их как физически, так и духовно. Но вот что интересно. Пропорции ингредиентов в каждом саркофаге различались. Это наводит на мысль, что процесс был не просто техническим, а глубоко ритуальным, возможно, связанным с индивидуальным статусом умершего. А что, если эта слизь была не только консервантом, но и символом перехода в загробный мир? Египтяне верили, что тело должно быть сохранено для жизни после смерти, и, возможно, эта субстанция была частью их сложной космологии. Теперь перейдем к одной из самых спорных находок – черепу со странными символами, обнаруженному в Мексике. Археолог Пабло Энрике Гарсия Санчес утверждает, что этот череп, датированный возрастом 16 тысяч лет, принадлежит не человеку, а некоему божеству. На черепе вырезаны надписи на неизвестном языке, а анализ ДНК якобы показал наличие 4 нитей вместо 3. Звучит как фантастика, правда? И неудивительно, что большинство ученых называют Гарсию шарлатаном. Но давайте разберемся. Во-первых, сама идея палеоконтакта, контакта древних людей с инопланетянами или богами, не нова. Она популярна в псевдонауке, но иногда такие находки заставляют задуматься. Например, рядом с черепом нашли нефритовый клинок, бусы из полудрагоценных камней и амулеты с теми же символами. Это говорит о сложной культуре, возможно, с письменностью, что само по себе сенсация для 16 тысяч лет назад. Во-вторых, 4-палая мумия, найденная там же, добавляет загадок. Даже если это подделка, кто и зачем ее создал? А если нет, то что это за существа? Лично я отношусь к таким находкам скептически, но не могу отрицать, что они стимулируют воображение. Возможно, это просто попытка привлечь внимание, но что, если за этим стоит нечто большее? Например, неизвестная нам культура, чьи ритуалы мы пока не можем понять. В любом случае, такие находки напоминают, что археология – это не только факты, но и пространство для гипотез. И напоследок, история, которая звучит как сценарий хоррора. В 2006 году в Англии рабочие, сносившие старый дом, нашли в подвале сотни коробок с мумиями. Но не человеческими, а мифических существ. Феи, гномы, странные гибриды – все это было частью коллекции Томаса Теодора Мерилина, загадочного человека, который, по слухам, прожил 160 лет и выглядел моложе своего возраста. Его называли мошенником, но его дневники, найденные рядом с мумиями, рассказывают о страсти к криптозоологии и поисках эликсира молодости. Что это было? Искусно сделанные подделки или реальные останки неизвестных существ? Ученые склоняются к первому, но коллекция Мерилина до сих пор вызывает споры. Некоторые считают, что это пример викторианской фрик-культуры, когда люди создавали диковинные экспонаты для шоу. Но другие задаются вопросом, а что если Мерилин действительно нашел что-то необъяснимое? В конце концов, многие виды животных, считавшиеся мифами, позже были признаны реальными. Эти находки – это лишь вершина айсберга. Они напоминают нам, что прошлое полно тайн, и каждая новая экспедиция может перевернуть наше представление о мире. От зуба Homo erectus до мифических мумий. Каждая из этих историй заставляет нас задавать вопросы. Кто мы? Откуда пришли? И что еще скрывает Земля под нашими ногами? Если вам понравилось это путешествие в мир археологии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями в комментариях. Какие находки вас удивили больше всего? И верите ли вы в палеоконтакт? До встречи в следующем видео.